Ого, это столько ждать? Не, у меня нету столько времени. Надо что-то придумать. Есть идея, я пойду в другое место. Это тоже какое-то странное место. Сюда она может и не доехать. О, Яна, Даниэль и Кейси. Сейчас расскажу им, что я придумал. Всем привет! Меня зовут Яна. Сегодня мы пришли скрывать почтовые ячейки. Для этого нам понадобится грабер. Так, для начала нам нужно отсканировать IQ-код. Сейчас будем пробовать. Так, чтобы подобрать код, и открылась ячейка. Так, подобрать отправление. Сейчас подберем какую-то накладную. Какая нам больше всего из перечисленных понравится. Так, ну и что? Будем подбирать код. Так, Кейси, сейчас быстренько подберем код. Так, этот нам не подошел. Попробуем еще один. Тоже реакция 0. Так, быстро, быстро, пока никто не видит. И вот она. У нас получилось скрыть ячейку. Ура! На самом деле мы не скрывали ячейки, мы пришли забирать свою посылку. Вот. Сейчас. Вот такой вот коллекционный паровозик. А теперь давайте немножко узнаем, что такое же почта. Потребность в получении известий из других местностей и стран восходит к глубокой древности и первоначально удовлетворялась посредством гонцов, которые приносили сообщения. Как устные, так и письменные или облеченные в символическую форму. С развитием человеческой цивилизации происходили изменения и развитие способов, средств и форм почтовой связи. Доисторические люди использовали для передачи важной информации голос, что способствовало появлению членораздельной речи. Однако устная передача вестей была несовершенна, так как человеческий голос слышен лишь на близком расстоянии. Для усиления передаваемого звука тысячелетия назад стали использовать полые стволы деревьев, а позднее барабаны. С помощью условных ударов сигналов новости передавались от одного населения к другому. Кроме того, человек использовал для передачи вестей огонь и дым. Барабаны там-там до сих пор используются для связи на большие расстояния африканскими племенами, а дым от костров еще в 20 веке употреблялся для этих же целей индейцами Канады. Следующим видом связи в истории человечества стали гонцы. Вначале пешие, позднее конные. В древних государствах Месопотамии, Египта, Греции, Персии, Китая и даже Римской империи существовала хорошо налаженная государственная почтовая связь. Письменные сообщения пересылались пешими и конными гонцами по принципу эстафеты. В Древнем Востоке история почты тесно связана с историей письменности. С зарождением последней информации стала передаваться в письменном виде, что и положило начало почтовой связи. Первые учреждения упорядоченной службы сообщений возникли достаточно рано, в античные времена. Первое почтовое сообщение появилось около 5000 лет назад в Месопотамии. Первоначально подобные службы использовались в основном в военных целях. В Греции почтовая система была достаточно хорошо налажена в виде сухопутной и морской почтовой связи, но она не могла значительно развиваться из-за множества воюющих между собой городов и государств. Правительства для передачи сообщений имели в своем сопровождении, как правило, пеших посланцев. Они назывались гемеродронами.
самый известный из этих курьеров был Филиппид, который, по преданию Плутарха, в 490 году до нашей эры донес Афины известие о победе в битве при Марафоне. В Римской империи постановка почтового дела была, вероятно, заимствована у персов, поэтому она была основана в основном на гонцах. Вначале почтовые перевозки осуществлялись на суше с помощью лошадей, а по морю на кораблях. В Китае почтовая служба пеших и конных гонцов возникла довольно рано. Ее основали еще при династии Чжоу. Почтовая система была значительно расширена при династии Цинь и особенно при династии Хань. С падением Западно-Римской империи в средние века в Европе вряд ли существовала какая-либо функционирующая система передачи вестей. Попытки французских королей воссоздать почту не привели к большому успеху, и вскоре почта была закрыта. В феодальной средневековой Европе при раздробленности государственной власти пересылку известий принимали на себя главным образом отдельные духовные и светские корпорации. Передача сообщений организована была с помощью монахов. В дальнейшем при развитии университетов, куда учащие стекались из различных стран, также образовались корпорации профессиональных гонцов, пользующиеся различными привилегиями. Некоторые из университетских почт за определенную плату доставляли сообщения частным лицам. Дальнейшее развитие общества, прежде всего торговли и ремесел, а также науки и культуры, способствовало повышению интереса к передаче сообщений и привело к появлению многочисленных и разнообразных служб, посыльных и почт городов, обслуживающих купцов и ремесленников. Первый опыт организации почты в самом настоящем смысле этого слова и на широких международных началах был сделан членами рода Тасса, позднее Тассис или Таксис. После падения Западной Римской империи на ее территории от Испании до Персии установилось господство арабов. В VII веке в мусульманском халифате возникла хорошо организованная регулярная почтовая служба. С развитием производственных отношений и зарождением капитализма возникла необходимость организации регулярной и быстрой почтовой связи как внутри стран, так и между странами. Появлением в начале XIX века паровоза и парохода, а в начале XX века самолета значительно увеличила скорость пересылки почтовых отправлений. А вы знаете, что голливудский актер Джек Николсон одно время работал отвечателем на письма фанатов Тома и Джерри? Лондонские почтовые отделения до сих пор принимают письма, адресованные Шерлоку Холмсу, проживающему по адресу Беркер-стрит 221-Б. За одну минуту через все почтовые отделения мира проходит примерно 5 миллионов писем. В Тихоокеанской стране Вануату действует единственное в мире почтовое отделение, расположенное под водой. В 17-18 века в Англии существовала должность королевского откупорщика выловленных в открытом море бутылок с письмами. Всем остальным, кто открывал такие бутылки самостоятельно, полагалась смертная казнь. Подписывайтесь на наш канал и посмотрим, что есть сейчас. Раньше можно было использовать сервис почтовой доставки. Сейчас есть альтернатива. Альтернатива очень интересная тем, что вы можете получить посылку гораздо быстрее, чем другие службы, но, конечно, и заплатив за это деньги, потому что цены, к сожалению, немножко кусаются.